Представьте животное размером с небольшую собаку, с телом кошки, мордой нечто среднее между мангустом и медвежонком и хвостом, почти равным длине его собственного тела. А теперь представьте, что это животное забирается на 20-метровые деревья так же легко, как белка взбирается на сосну, преследуя лемуров прямо в кронах, на высоте, где наземный хищник вообще не должен охотиться. Это фосса, крупнейший хищник Мадагаскара, который 88 миллионов лет эволюционировал в полной изоляции и устроен настолько странно, что ученые почти 2 века не могли решить, к какому семейству млекопитающих его отнести. Сегодня в дикой природе осталось меньше 2500 взрослых особей, и почти никто за пределами узкого круга специалистов по мадагаскарской фауне даже не подозревает об их существовании. Если хотите узнавать о самых странных и малоизвестных хищниках планеты раньше всех, подписывайтесь. Таких историй будет еще много. Вот неожиданный факт для разогрева. Если вы смотрели мультфильм «Мадагаскар» от DreamWorks, вы уже встречали фоссу, просто в виде стаи мультяшных хищников с кошачьими мордами, которые гоняются за пингвинами и королем Джулианом. Сценаристы взяли реального айленд-хищника, утрировали морду и размер и получили злодеев, которых видели сотни миллионов человек. Забавно, что из этих сотен миллионов едва ли 1 из 1000 знает, что прототип существует на самом деле, водится в нескольких национальных парках и находится под угрозой исчезновения прямо сейчас. Я не сразу узнал об этой связи, наткнулся случайно, готовя материал для другого видео. И потом полдня сидел и пересматривал кадры с настоящей фоссой, сравнивая с мультяшной версией. Сходство, если знать, куда смотреть, бросается в глаза. Вытянутое тело, короткая морда, длинный хвост. Дальше будет еще несколько таких моментов, когда «но это же просто животное из фильма», окажется куда более реальным, чем кажется. Кстати, само слово «фосса» — отдельная маленькая загадка. Считается, что оно пришло из малагасийского языка, но при этом случайно совпало с латинским анатомическим термином «фосса», который означает «впадина» или «ямка». Так называют, например, борозды и углубления на костях черепа у врачей и анатомов. Связи между двумя словами никакой нет, просто случайное звуковое совпадение. Но если вам когда-нибудь встретится фраза «fossa ovalis» в медицинском учебнике, знайте, к нашему хищнику это не имеет ни малейшего отношения. Фосса не похожа ни на одно другое животное на Земле, и причина в истории самого Мадагаскара. Остров отделился от континентальной Африки около 160 миллионов лет назад, а от Индии, с которой оставался связан намного дольше, примерно 88 миллионов лет назад. С этого момента он оказался полностью отрезан от остального мира и дальше развивал собственную экосистему по своим правилам, без оглядки на то, что происходило на других континентах. Результат – больше 90% видов млекопитающих, рептилий и значительной части растений Мадагаскара – эндемики, то есть не встречаются больше нигде на планете. Лемуры – приматы, которых на материковой Африке давно вытеснили бы более сильные хищники и конкуренты. Здесь не просто выжили, а заняли нишу, которую на других континентах держат обезьяны и кошачьи. А там, где есть многочисленные травоядные на верхушке пищевой пирамиды среди жертв, должен быть и тот, кто их сдерживает. На Мадагаскаре эта роль целиком принадлежит фоссе. Контекст, в котором сформировалась фосса, действительно особый. Мадагаскар иногда называют «8-м континентом», не из-за размера, а из-за биологической непохожести на все остальное. На территории, которая больше Франции в 1,5 раза, новые виды растений, насекомых, рептилий и мелких млекопитающих описывают каждый год. Причем не только в труднодоступных горах, но иногда и в районах, которые десятилетия назад считались полностью изученными. Для современной науки, где почти вся легкодоступная суша планеты давно закрыта, это редкость. Этот непрекращающийся поток открытий – прямое следствие тех самых 88 миллионов лет изоляции, в течение которых эволюция на острове шла своим отдельным путем. Фосса здесь не исключение, а скорее лучший пример.
Животное, устроенное настолько специфично, что у него просто нет аналогов на других континентах, и чье научное описание заняло почти 2 столетия, именно потому, что привычные категории, придуманные для континентальной фауны, к нему не подходили. Один из самых частых вопросов от тех, кто впервые видит фотографию фоссы, это вообще кошка, мангуст, маленький медведь? Правильный ответ ставит в тупик даже многих биологов-непрофессионалов. Фосса относится к семейству Йоплирид, мадагаскарским хищникам, родственным виверовым и мангустовым, но настолько долго развивавшимся в изоляции, что превратились в нечто самостоятельное. Самки весят до 6,8 килограмма, самцы почти до 10, при длине тела 70-80 см и хвосте примерно такой же длины. На вид будто кошку скрестили с мангустом и небольшой пумой, хотя генетически фосса не близкая родня ни одному из них. Главная загадка — конвергентная эволюция. Оказавшись на острове без конкуренции с настоящими кошачьими, предки фоссы независимо развили множество кошачьих черт. Полувыдвижные когти, гибкое тело, способность к прыжкам, просто потому, что это лучшее решение для роли верховного древесного хищника. Эволюция в разных частях планеты, работая отдельно друг от друга, иногда приходит к удивительно похожим ответам на одну и ту же задачу. Научное название фоссы Cryptoprocta-ferox звучит почти как заклинание, а на деле расшифровывается довольно прямолинейно. Ферокс с латыни «свирепый», тут все понятно. Так называли многих хищников XIX века, не особо церемонясь. А вот Cryptoprocta переводится буквально как «скрытый задний проход». И это не шутка биологов, а точное анатомическое описание. У фоссы есть специальная складка кожи, которая прячет анус и протоки тех самых пахучих желез, о которых мы расскажем чуть позже. Снаружи это выглядит как гладкий, без единого выступа, силуэт. Природная упаковка для запахового арсенала, который пригодится фоссе для разговоров с сородичами на расстоянии. И вот еще факт, который многие упускают. На Мадагаскаре нет ни одной местной большой кошки, ни одного медведя, волка или гиены. Вообще. Весь набор крупных хищных ролей, которые на других континентах распределены между львами, тиграми, волками и росомахами, на одном острове закрывает единственный вид размером с упитанного кота. Фосса — это, по сути, лев, тигр и волк острова Мадагаскар одновременно, только в одном небольшом теле. В физическом устройстве фоссы полезно разобраться отдельно. Именно в деталях скрывается ответ на вопрос, как такое компактное животное охотится на жертв, которые иногда почти не уступают ей в массе. Череп у фоссы пропорционально крупнее, чем у животных похожих габаритов. Это дает более мощный укус относительно размера тела. Для хищника, которому нужно быстро убить жертву до того, как та скроется в лабиринте веток, это критично. Погоня там обходится слишком дорого по силам. Зубная система тоже показательна. У типичных виверовых преобладают зубы всеядных. У фоссы морда короче, клыки крупнее, система сильно смещена к плотоядному питанию и больше напоминает зубы мелких кошачьих, чем зубы ее собственных родственников. Снова конвергентная эволюция. Оказавшись верховным хищником острова, предки фоссы развили зубную систему под эту роль, независимо от того, какой она была у более всеядных предков. Главное, что делает фоссу уникальной среди хищников планеты — способность преследовать жертву в кронах деревьев с той же скоростью и маневренностью, с какой большинство хищников гонится за жертвой по земле. Полувыдвижные когти и гибкие лодыжки позволяют разворачивать задние лапы почти на 180 градусов. То есть спускаться по стволу головой вниз. Так умеют разве что некоторые кошачьи и приматы. Длинный хвост работает противорезом и помогает точно рассчитывать прыжки между ветвями на высоте, где одна ошибка означает смертельное падение. Есть у фоссы и менее очевидный инструмент для жизни в кронах — длинные жесткие усы на морде и над глазами, заметно длиннее, чем у большинства наземных хищников похожего размера. Они помогают чувствовать ширину прохода между ветками и положение собственного тела в темноте или в густой листве,
когда зрение уже не успевает считывать обстановку. Для животного, которое одинаково охотится днем, ночью и в сумерках, такая дополнительная система навигации не лишняя деталь, а часть базового набора выживания. Сколько именно территорий нужно одной фоссе, чтобы прокормиться? Самцы, по данным полевых исследований с GPS-ошейниками, удерживают участки до 20 с лишним квадратных километров, и эта площадь обычно перекрывает участки нескольких самок поменьше. Для сравнения, это сопоставимо с территорией, которую держит леопард похожей массы на материке. Только леопарду не приходится метр за метром облазить еще и весь вертикальный объем леса в придачу к горизонтальной площади. Подпишитесь на канал, если вас завораживают животные, чье тело за миллионы лет превратилось в инструмент под одну конкретную задачу. У фоссы именно так. Форма когтей, длина хвоста – все подогнано под одну цель – стать совершенным охотником на лемуров в трехмерном пространстве леса, где жертва может прятаться вверх, вниз, влево или вправо. Кроме физических адаптаций для охоты, у фосса развита система химической коммуникации. Она важна для социальной жизни, даже несмотря на одиночный образ существования. У основания хвоста расположены железы, выделяющие резкий узнаваемый секрет. Полевые исследователи описывают его как нечто среднее между мускусным и кисловатым запахом, который можно почувствовать на тропе еще до того, как увидишь саму метку. Этим запахом фосса метит территорию, трется о деревья, камни и другие заметные объекты на границах участка. Метка держится неделями, и это позволяет животным поддерживать систему индивидуальных территорий и большую часть года избегать прямых столкновений друг с другом. Ученые, изучавшие химический состав этих меток, выяснили, что в них зашито гораздо больше, чем просто «здесь была фосса». Репродуктивный статус самки, индивидуальная идентичность конкретной особи и, предположительно, возраст и физическое состояние. Для вида, который проводит большую часть жизни в густых лесах, где визуальный контакт почти невозможен, а звуки на расстоянии могут предупредить жертву, такая невизуальная коммуникация – не роскошь, а необходимость. Лемуры составляют больше половины рациона фоссы. Она единственный хищник, способный охотиться на все виды лемуров острова, от крошечных мышиных весом в десятки граммов до крупнейших современных представителей группы. В западных регионах Мадагаскара исследования показали, фоссы ежегодно съедают около 13% популяции сифак-верро, включая примерно треть всех детенышей, родившихся в этом году, и около 18% популяции мышиных лемуров в тех же местах. Цифры пугают, но именно так должна работать здоровая экосистема. Хищник сдерживает травоядных и не дает растительным ресурсам острова истощиться, а отдельным видам лемуров расплодиться сверх меры с каскадными последствиями для всего леса. Лемурами фосса не ограничивается. В рацион входят грызуны, птицы, рептилии, насекомые, а в некоторых регионах даже домашний скот мелких размеров и дикие кабаны. Один из немногих по-настоящему универсальных хищников острова. Шерсть фоссы – однородный рыжевато-коричневый или красновато-бурый оттенок, без пятен, полос и контрастных узоров, характерных для многих хищников похожих размеров. На первый взгляд это выглядит скучнее, чем пятнистая шкура леопарда или полосатая шкура тигра. Но именно однотонность отлично работает в мадагаскарском лесу. Рассеянный свет, проходящий через плотную листву, создает мягкие, нечеткие тени, и на таком фоне однородная окраска маскирует силуэт лучше любого контрастного узора, который бы только подсвечивал контуры тела. Эта маскировка особенно важна для древесной охоты. Лемуры, основная жертва фоссы, обладают острым зрением, заточенным на движение и контраст среди листвы. Этот навык развился у них именно как защита от таких хищников, как фосса. Окраска, сливающаяся с тоном древесной коры, позволяет фоссе подойти к жертве на минимальную дистанцию для броска, прежде чем ее заметят.
Систематика фоссы до относительно недавнего времени была предметом серьезных споров. Первое научное описание вида относится к началу XIX века, и почти 200 лет зоологи перетасовывали фоссу между семействами, то к кошачьим, то к виверровым, то выделяли в отдельные подсемейства. Точку поставили только современные методы молекулярной филогенетики. Фосса и ее мадагаскарские родственники – отдельная уникальная ветвь хищных млекопитающих, произошедшая от общего предка. Этот предок, судя по всему, попал на остров в результате одного единственного успешного случая колонизации много миллионов лет назад. И от него произошли все современные мадагаскарские хищники. От фоссы до мелких видов Виверидея острова, разделившись на отдельные виды уже в условиях полной изоляции. Выходит, что все хищные млекопитающие Мадагаскара – монофилетическая группа, то есть потомки одного предка. Для целого острова это редкий эволюционный сценарий, который встречается лишь в считанном числе мест на планете и делает Мадагаскар естественной лабораторией. Здесь можно изучать, как работает эволюция в условиях полной географической изоляции на протяжении десятков миллионов лет. А теперь факт, от которого у меня до сих пор бегут мурашки. 1000 лет назад на Мадагаскаре жила фосса, заметно крупнее современной, по некоторым оценкам чуть ли не в 1,5-2 раза. Ее кости находят в пещерных отложениях рядом с останками гигантских лемуров размером с гориллу и нелетающих птиц-слонов выше человеческого роста. Ученые до сих пор спорят, был ли это отдельный вид, его условно называют Cryptoproctos spelea, или просто крупная форма той же фоссы, которая водится на острове сегодня. Но в любом случае ясно одно – современная фосса – это уменьшившийся, ужавшийся осколок гораздо более внушительной мадагаскарской фауны хищников. Совпадение это или нет, но крупная форма фоссы пропадает из палеонтологической летописи примерно в то же время, когда на остров впервые пришли люди, что-то около 1-2 тысяч лет назад. Тогда же исчезают и гигантские лемуры, и птицы-слоны, и карликовые бегемоты. Сегодняшняя фосса выходит не просто хищник под угрозой. Она последний выживший осколок целой эпохи мадагаскарских гигантов, которую люди застали лишь краем глаза и, кажется, успели почти полностью уничтожить. В дикой природе фоссы доживают, по оценкам специалистов, до 15-20 лет. Довольно долго для хищника таких размеров. Отчасти это объясняется тем, что на острове у взрослой фоссы нет естественных конкурентов или хищников. В неволе, без угроз со стороны человека, болезни и голода, отдельные особи жили и дольше. Это дает исследователям представление о потенциальном пределе продолжительности жизни вида в идеальных условиях. Но долгая потенциальная жизнь не означает устойчивость популяции. Самки рожают раз в 1-2 года, и далеко не каждая беременность заканчивается тем, что детеныш доживает до самостоятельного возраста. Значит, популяция восстанавливается медленно после любого серьезного сокращения численности. От болезни, голода, из-за фрагментации места обитания или прямого преследования человеком. Низкая скорость размножения в сочетании с долгим достижением половой зрелости делает вид особенно уязвимым. Даже после устранения угрозы популяции нужны десятилетия, а не годы, чтобы восстановиться. Долгое время фоссу считали чисто одиночным животным. Охотится, метит территорию, живет в изоляции от сородичей и встречается с другими особями только в сезон размножения. Эта картина начала меняться в 2010 году, когда исследователи впервые задокументировали, как 3 самцов фоссы вместе напали на лемура и убили его. Поведение, полностью противоречащее устоявшимся представлениям о виде. С тех пор было зафиксировано еще несколько подобных случаев. 2-3 самца объединяются для совместной охоты и защиты территории, которую одиночному самцу не удержать. Это открытие важно не просто как любопытный факт. Оно показывает, насколько мало мы на самом деле знаем о социальном поведении фоссы и насколько осторожно нужно относиться к обобщениям о виде, который настолько труднодоступен для наблюдения. Если базовые вещи о социальной организации одного из крупнейших хищников Мадагаскара были неправильно поняты десятилетиями, что еще о фоссе остается неизвестным прямо сейчас? Кроме запаховой коммуникации,
у фоссы довольно широкий репертуар звуковых сигналов. Хотя из-за труднодоступности вида полное его описание остается неполным даже сегодня. Исследователи, которым удавалось наблюдать фоссу вблизи, описывают характерное мяуканье, похожее на кошачье. Судя по всему, это контактный сигнал между матерью и детенышами, а также резкие отрывистые звуки в моменты территориальных конфликтов или столкновений с другими хищниками. Один из самых необычных звуков — низкочастотный гул, который, по мнению некоторых исследователей, самцы могут использовать в сезон размножения, чтобы обозначить свое присутствие на расстоянии без визуального контакта. Подобные наблюдения редки и плохо воспроизводятся в контролируемых условиях, так что многие аспекты звуковой коммуникации фоссы остаются гипотезами, которые еще предстоит подтвердить в поле. Отдельный, редко упоминаемый факт — относительно размера тела у фоссы довольно крупный мозг, заметно крупнее, чем у большинства ее мадагаскарских родственников среди еуплерид. В неволе фоссы регулярно демонстрирует сообразительность, которая удивляет даже опытных смотрителей зоопарков. Открывают щеколды на вольерах, которые считались надежными, находят обходные пути к спрятанной еде в тестах на сообразительность и быстро запоминают расположение объектов после однократного наблюдения. Несколько небольших исследований когнитивных способностей хищных млекопитающих включали фоссу именно из-за этой репутации, наряду с куда более изученными видами вроде енотов и некоторых куньих. Объяснение, скорее всего, связано все с тем же образом жизни. Охота на лемуров в трехмерном пространстве леса требует не просто силы и ловкости, а постоянного пересчета маршрута, оценки расстояния между ветками и предсказания, куда метнется жертва через секунду. Такая задача неизбежно нагружает именно те зоны мозга, что отвечают за пространственное мышление и планирование. И, судя по всему, эволюция наградила фоссу инструментом, заметно превосходящим то, что нужно было бы просто бегающему по земле хищнику сопоставимого размера. Еще одна деталь, которая многих удивляет. Вопреки впечатлению, которое создает скрытная и одиночная жизнь взрослой фоссы, у молодых особей в неволе наблюдали вполне игровое поведение. Возню, имитацию охоты друг на друга, попытки утащить предметы из рук смотрителей. У диких детенышей подобное поведение задокументировано хуже просто потому, что наблюдать выводок в естественных условиях почти невозможно. Но косвенные данные говорят, что игра – обычная часть детства фоссы, как и у большинства хищных млекопитающих, которым нужно отрабатывать охотничьи навыки задолго до того, как они станут жизненно важными. Период размножения фоссы – одно из самых странных и редко документированных явлений среди млекопитающих. Самка выдирает определенное дерево, часто одно и то же на протяжении нескольких лет, и использует его как арену для привлечения партнеров. Несколько самцов собираются у подножия и ждут своей очереди, иногда по несколько дней, пока самка остается на дереве и спаривается с разными самцами в течение всего этого времени. Такое поведение, при котором самка фактически контролирует доступ к себе нескольких претендентов в одном месте на протяжении нескольких дней, крайне редкое среди хищных млекопитающих и было задокументировано лишь в считанном числе случаев. Застать этот процесс в дикой природе почти невозможно. Беременность длится около 3 месяцев, после чего рождаются от 2 до 4 детенышей, слепых и совершенно беспомощных. Удивительно для животного, чьи взрослые особи известны исключительной ловкостью. Детеныши остаются в гнезде, часто в дупле дерева или термитнике, несколько недель и полностью отлучаются от матери примерно к году жизни. Это долгий период зависимости по сравнению с большинством хищников похожих размеров. Вот деталь, которая взрывает мозг даже опытным зоологам. У молодых самок фоссы временно развивается увеличенный, похожий на пенис орган с собственной костной структурой внутри. Внешне его почти невозможно отличить от мужских половых органов. Из-за этого исследователям в поле бывает крайне сложно определить пол молодой особи только на глаз. И ошибки случались даже в музейных коллекциях, где экспонаты десятилетиями подписывали неправильно. По мере того, как самка взрослеет, эта особенность постепенно регрессирует. Похожий феномен известен у пятнистых гиен, но у фоссы он не такой выраженный и работает иначе. Зачем вообще такое нужно эволюции, точного ответа нет. Одна из версий — это побочный эффект гормонального фона,
защищающий молодых самок от агрессии и сексуального преследования со стороны самцов, пока они еще физически не готовы к размножению. Другая версия — просто издержки общего гормонального устройства вида. Какая из них верна, скажет, наверное, еще не одно десятилетие полевых исследований. Фосса умеет хранить секреты дольше, чем хотелось бы ученым. Первые недели и месяцы жизни детеныша фоссы – самый опасный период. Выживаемость в это время заметно ниже, чем у взрослых. Слепые беспомощные новорожденные, которых мать оставляет в дупле, или термитники на время охоты, рискуют столкнуться с другими хищниками острова, включая хищных птиц и крупных змей, способных пробраться в, казалось бы, защищенное убежище. И это еще не все. Детеныши зависят от того, насколько успешно мать охотится весь период выкармливания, а значит, любое сокращение кормовой базы из-за фрагментации леса напрямую бьет по их выживаемости. Молодые фоссы остаются с матерью значительно дольше, чем большинство хищников похожих размеров, почти до годового возраста, постепенно осваивая охоту, лазание по деревьям и территориальное поведение через наблюдение за матерью и, как предполагают некоторые исследователи, через игру с другими молодыми особями, если плотность популяции это позволяет. Это еще одна причина, почему фосса восстанавливается так медленно. Даже при достаточном числе взрослых особей, готовых размножаться, на выращивание следующего поколения нужно много времени и стабильные условия на протяжении всего этого долгого периода. При всем статусе крупнейшего хищника острова, фосса – одно из наименее наблюдаемых крупных млекопитающих планеты. Животное ведет скрытный образ жизни и проявляет так называемую котилеральную активность. Охотится и отдыхает в произвольное время суток без привязки к дню или ночи, и предсказать его поведение исследователям крайне сложно. Даже в благоприятных нетронутых лесах плотность популяции фоссы остается низкой. Счет идет на единицы взрослых особей на десятки квадратных километров леса, потому что каждой фоссе нужна обширная территория для достаточной кормовой базы. Подпишитесь на канал, если вам интересны животные, которые буквально прячутся от человеческого взгляда даже в эпоху камер-ловушек, спутникового слежения и многолетних научных экспедиций. Фосса именно такая. Даже специалисты, годами работающие в национальных парках Мадагаскара, признаются, что видели ее в дикой природе лишь считанное число раз за всю карьеру. Камеры-ловушки, срабатывающие при обнаружении движения, позволили исследователям в последние десятилетия собрать больше визуальных данных о поведении фоссы, чем за все предыдущие десятилетия классических полевых наблюдений вместе взятые. Эти камеры месяцами стоят на тропах и у водопоев без присутствия человека и фиксируют поведение, которое физически невозможно наблюдать напрямую. Слишком пугливый вид, слишком хорошо избегающий людей. Именно благодаря камерам ученые впервые задокументировали случаи совместной охоты самцов, получили точные данные о суточной активности и собрали визуальные подтверждения присутствия фоссы там, где они раньше знали только из рассказов местных жителей, не подтвержденных наблюдениями. И все же даже с самыми современными технологиями фосса остается одним из наименее документированных крупных хищников планеты. Каждая новая запись с камеры все еще маленькое событие для специалистов, а не рутина. Многолетние полевые программы, работающие в лесу Киринди и других точках острова, годами отслеживают конкретных фосс через радио и GPS-ошейники. И со временем у исследователей появляется привычка давать подопытным животным имена, чтобы не путаться в полевых дневниках. Так за десятилетия наблюдений накопились истории про отдельных узнаваемых особей. Какая самка где предпочитает выводить детенышей, какой самец как далеко уходит от своей обычной территории в сезон размножения. Для животного, которое почти невозможно увидеть случайно, это редкая возможность следить за судьбой конкретной личности, а не абстрактного вида. Если вдруг захочется увидеть фоссу своими глазами, а не на видео, шансы выше всего именно в лесу Киринди, на западе острова. Там десятилетиями работают исследовательские станции, животные хотя бы немного привыкли к присутствию людей
И местные гиды действительно умеют находить следы и метки на маршруте. Это не гарантия встречи. Никто на Мадагаскаре такую гарантию не даст. Но это единственное место, где шанс хоть сколько-то выше случайного. Широкой публике фоссу живьем показали разве что несколько раз. Самый известный случай — кадры охоты фоссы на сифаку в кронах деревьев в документальном фильме «Остров лемуров. Мадагаскар», снятом для широкоформатного кинопоказа с участием Моргана Фримена в качестве рассказчика. Для большинства зрителей это был первый и единственный раз, когда они увидели живую фоссу в действии, а не на статичном фото из энциклопедии. На съемку этого эпизода у группы ушли месяцы ожидания. Фосса не подстраивается под расписание съемочной группы, даже если эта группа летела на другой конец света специально за ней. Численность фоссы жестко привязана к состоянию мадагаскарских лесов. Ей нужны обширные непрерывные лесные массивы, чтобы поддерживать достаточную плотность популяции лемуров и других жертв. А Мадагаскар переживает один из самых драматичных процессов обезлесения на планете. По оценкам специалистов, остров потерял большую часть первоначального лесного покрова за последний век с небольшим. В основном из-за расчистки земель методом тавы, традиционной подсечно-огневой системы земледелия, которую местное население практикует поколениями, а также из-за вырубки древесины и расширения пастбищ. Когда лес фрагментируется, разбивается на изолированные островки среди полей и поселений, фосса теряет не просто территорию, а саму возможность поддерживать жизнеспособную популяцию. Отдельные фрагменты леса часто слишком малы, чтобы прокормить даже одну взрослую особь весь год, не говоря о паре с детенышами. Специалисты называют это фрагментацией места обитания, и сегодня это главная угроза выживанию вида, даже более серьезная, чем прямое преследование человеком. Масштаб разрушения мадагаскарских лесов хорошо передают несколько цифр, которыми оперируют специалисты по охране природы острова. По разным оценкам, остров потерял от 80 до более чем 90% первоначального лесного покрова с начала интенсивного человеческого освоения. Причем значительная часть этой утраты пришлась на последнее столетие, и особенно на последние несколько десятилетий, по мере роста населения и расширения сельскохозяйственных угодий. Темпы обезлесения на Мадагаскаре по-прежнему одни из самых высоких среди тропических стран мира. При сохранении текущих тенденций специалисты прогнозируют дальнейшее сокращение оставшихся лесов в ближайшие десятилетия, если не будут приняты решительные меры по их защите. Для фоссы, чья выживаемость зависит от крупных непрерывных лесных территорий, это означает, что окно возможностей сужается с каждым годом, а не остается стабильным фоном, на который можно рассчитывать в долгосрочной перспективе. Потеря естественной кормовой базы вынуждает фоссу все чаще появляться рядом с человеческими поселениями и охотиться на домашнюю птицу и мелкий скот. Это превращает малоизвестного экзотического хищника в объект прямой враждебности местных фермеров. Фоссу нередко убивают как вредителя, и происходит это именно в тех регионах, где фрагментация леса уже достигла критической отметки, и у животного физически не остается другого источника пищи, кроме сельскохозяйственных угодий человека. Так замыкается порочный круг, типичный для множества редких хищников по всему миру. Разрушение среды обитания толкает животное к конфликту с человеком, а конфликт ведет к дальнейшему сокращению и без того немногочисленного вида. Без целенаправленного вмешательства, образовательных программ для фермеров и компенсации за потери скота восстановление популяции практически невозможно. Есть и обратная сторона конфликта с фермерами, о которой реже вспоминают. Фосса, охотясь на грызунов рядом с полями, попутно сдерживает численность вредителей, которые портят урожай. Эту пользу никто системно не считал в деньгах, в отличие, например, от сов или некоторых змей, чей вклад в борьбу с грызунами на других континентах хорошо изучен и даже используется в рекламе органического земледелия. Получается, что фосса одновременно враг и помощник одного и того же фермера. Просто эта вторая роль остается в тени, потому что ее не видно так же явно, как пропавшую курицу. Туристы, приезжающие в национальные парки Мадагаскара, почти гарантированно увидят лемуров.
Отдельные виды довольно привычны к людям и легко наблюдаются вдоль туристических троп в подходящее время суток. С фоссой все иначе. Даже опытные местные гиды называют ее одним из самых труднодостижимых наблюдений во всей фауне острова. Многие гиды, проработавшие в одном парке десятилетиями, видели фоссу вживую лишь считанное число раз, а отдельные туристы, специально приезжающие ради нее, проводят недели в полевых условиях без единой встречи. Выходит редкий для экотуризма парадокс. Животное, которое могло бы стать жемчужиной специализированных природных туров, остается почти невостребованным именно потому, что слишком труднодоступно для гарантированного наблюдения. А значит, туристическая индустрия, которая при других обстоятельствах могла бы приносить охранным программам дополнительное финансирование через билеты и туры, не может в полной мере использовать потенциал фоссы, в отличие от куда более предсказуемых лемуров. В традиционных верованиях некоторых регионов Мадагаскара фосса окружена суевериями и мифами, далеко не всегда благоприятными для самого животного. В отдельных местных традициях ее считают существом, способным навредить скоту, хозяйству или даже человеку. При отсутствии достоверной научной информации о реальном поведении, такие представления только укрепляют отношение к фоссе как к опасному вредителю, которого нужно устранить при первой возможности, а не как к редкому, экологически важному виду, который нуждается в защите. Любопытно, что в некоторых других районах острова действует ровно противоположная традиция. Местная фади, система малагасийских табу, прямо запрещает охоту на фоссу или причинение ей вреда, иногда из религиозных соображений, иногда просто потому, что так делали предки, и причину уже никто не помнит. На практике это означает, что в одной деревне фоссу могут считать вредителем, которого нужно убить при первой возможности, а в соседней — существом, которое трогать нельзя ни при каких обстоятельствах. Природоохранные организации в последние годы пытаются изучать такие локальные табу всерьез. Там, где фади совпадает с интересами охраны вида, оно работает эффективнее любого закона, который никто на месте не будет исполнять. Это не редкость в истории сохранения хищников по всему миру. Волки в Европе, тасманийский дьявол в Австралии. Множество видов столетиями несли на себе груз культурных предрассудков, которые сильно затрудняли их охрану уже в эпоху, когда наука давно опровергла большинство этих представлений. Фосса — крупнейший, но не единственный хищник Мадагаскара. На острове живут и несколько видов более мелких иуплерид — фонолока, узкополосый мунга, фосса фасана, животные, чьи названия даже на русском языке часто путают с самой фоссой из-за созвучия, хотя речь идет о совершенно разных и куда более мелких видах. Эти хищники, как правило, занимают другие ниши. Охотятся в основном на насекомых, мелких грызунов и амфибий, и поэтому почти не конкурируют с фоссой за один и тот же тип пищи. Такое разделение ниш — результат долгой совместной эволюции в изоляции. Без внешней конкуренции со стороны континентальных хищников местные виды разошлись по разным специализациям вместо борьбы за одни и те же ресурсы. Но там, где из-за фрагментации леса еды становится мало, даже это устоявшееся равновесие начинает давать сбои. И еще одна проблема в и без того непростой картине выживания фоссы. По оценкам Международного союза охраны природы, общая численность взрослых фосс в дикой природе от примерно 2600 до 8500 особей. Сам этот диапазон говорит о том, насколько сложно точно подсчитать популяцию настолько скрытного животного. В 2000 году вид перевели из категории «уязвимый» в категорию «под угрозой исчезновения». Тогда считали, что в дикой природе осталось не больше 2500 особей во все более фрагментированных местообитаниях. Более поздние пересмотры вернули виду статус «уязвимый», но общая тенденция численности остается однозначно негативной. Сокращение продолжается, и причина прежде всего в потере и фрагментации лесных местообитаний. Формальная категория угрозы тут не так важна. Динамика не меняется. Лесов с каждым годом меньше, фрагментация продолжается, конфликт с человеком усиливается, а вид, которому для выживания критически нужны именно крупные непрерывные лесные массивы, теряет ровно тот тип среды, который ему нужнее всего.
Если досмотрели до этого момента, вы уже знаете о Фоссе больше, чем подавляющее большинство людей на планете. Но самое неожиданное в ее истории еще впереди. Кроме прямой потери лесов из-за человеческой деятельности, на Фоссу все сильнее влияет изменение климата. Мадагаскар, как и многие тропические регионы, сталкивается с изменением характера осадков и более частыми экстремальными погодными явлениями, интенсивными циклонами, периодами засухи. Это дополнительный стресс для и без того фрагментированных лесных экосистем острова. Для Фоссы, чья выживаемость и без климатических изменений зависит от стабильности кормовой базы, такие колебания добавляют еще один слой неопределенности к уже существующим угрозам – вырубке лесов и конфликтам с фермерами. Ученые, изучающие долгосрочные перспективы мадагаскарской фауны, все чаще отмечают, изменение климата и потеря места обитаний нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Они усиливают друг друга. Фрагментированный лес хуже переносит климатический стресс, а ослабленная стрессом экосистема легче подвергается дальнейшей фрагментации. Это порочный круг, из которого трудно вырваться без масштабных усилий по восстановлению и защите оставшихся лесов острова. Фосса стоит на самой верхушке пищевой пирамиды Мадагаскара, и поэтому ее присутствие или отсутствие в конкретном лесу – надежный индикатор экологического здоровья этой территории. Где сохраняется устойчивая популяция фоссы, там, как правило, сохраняется и разнообразная популяция лемуров и других ее жертв, а значит, сохраняется и сам лес в относительно нетронутом виде. И наоборот, исчезновение фоссы почти всегда сигнализирует о глубоких проблемах всей местной экосистемы, даже если лес на первый взгляд выглядит сохранившимся. Это делает фоссу видовым индикатором, животным, чье благополучие или наоборот исчезновение говорит специалистам больше о реальном состоянии экосистемы, чем изучение каждого отдельного вида растений и животных этого леса по очереди. Подпишитесь, если вам интересна история о животных, чья судьба связана с судьбой целых экосистем гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд. Полевые исследователи, годами работающие в национальных парках Мадагаскара, нередко называют встречу с фоссой одним из самых запоминающихся моментов карьеры. Не только из-за редкости, но и из-за контраста между ожиданием и реальностью. На фотографиях животное выглядит небольшим и почти безобидным, а при встрече в дикой природе производит совсем другое впечатление. Стремительность движений, неожиданная для таких габаритов сила и уверенность, с которой фосса перемещается по тончайшим, качающимся веткам на большой высоте. Многие опытные специалисты признают, никакие фото и видео не передают впечатление от реальной встречи с этим животным в его среде. Это не строгие научные данные, но такие личные свидетельства важны для популяризации вида среди узкого круга специалистов и энтузиастов, людей, которые понимают, насколько фосса уникальна. Это сообщество пока слишком маленькое, чтобы превратить фоссу в по-настоящему широко известный символ охраны мадагаскарской природы. Такой статус давно закрепился за лемурами. Конкретная цифра, которая хорошо передает, насколько фосса быстра именно в кронах. По оценкам полевых наблюдателей, на относительно прямых участках ветвей она способна развивать скорость, сопоставимую с движением некрупной кошки по земле. Причем делает это на высоте 10-15 метров, где любая ошибка в расчете прыжка означает падение. Для сравнения, лемуры, на которых фосса охотится, сами по себе превосходные акробаты. У сифак, например, есть собственная техника прыжков между стволами на расстояние, которое кажется физически невозможным для животного такого размера. Получается своеобразная гонка вооружений в кронах мадагаскарского леса. Жертва развивает все более изощренные способы спасения, а хищник — все более точный расчет траектории погони, и оба процесса идут параллельно уже миллионы лет. Усилия по сохранению фоссы сосредоточены прежде всего на защите крупных непрерывных лесных территорий, способных поддерживать жизнеспособные популяции, таких как национальный парк Андасибе-Монтадиа, заповедник Кирини-Митеа и ряд других охраняемых территорий по всему острову. Помимо охраняемых территорий, значительная часть усилий направлена на работу с местными общинами.
Образовательные программы, которые объясняют реальную экологическую роль фоссы и развенчивают мифы о ее опасности, а также программы по снижению конфликтов между фоссой и фермерами через улучшение условий содержания скота и птицы. Зоопарки по всему миру поддерживают небольшую, но генетически управляемую программу размножения фоссы в неволе – страховку на случай катастрофического сокращения диких особей. Среди участников этой программы несколько крупных американских и европейских зоопарков, которые координируют между собой, какие именно особи должны размножаться, чтобы сохранить максимальное генетическое разнообразие на доступном поголовье в считанные десятки животных. Хотя, как и с большинством редких видов, животные в неволе вряд ли способны заменить полноценную, генетически разнообразную дикую популяцию, сложившуюся за миллионы лет в естественной среде. История фоссы перекликается с историями других островных верховных хищников, и эти параллели важно держать в уме. Тасманийский дьявол, крупнейший сохранившийся сумчатый хищник Австралии, долгое время страдал от похожей комбинации факторов: изолированная популяция, ограниченный генетический фонд, конфликт с фермерами, постепенная потеря места обитаний. А потом ситуацию осложнила еще и инфекционная лицевая опухоль, заболевание, способное опустошить целые локальные популяции за считанные годы. Это сравнение важно не для того, чтобы создать ощущение фатальной неизбежности, а чтобы подчеркнуть: острова из-за самой природы изолированных экосистем особенно подвержены риску быстрого и труднообратимого коллапса популяции верховных хищников при сочетании нескольких неблагоприятных факторов сразу. Значит, меры по защите фоссы должны быть превентивными, а не реактивными, пока популяция, несмотря на тревожные тенденции, все еще достаточно широко распределена по острову. Сравните известность фоссы с известностью гигантской панды, тигра или льва, животных на логотипах компаний, в названиях спортивных команд, в десятках документальных и художественных фильмов. Фосса, при всей уникальности своей биологии, остается практически неизвестной за пределами узкого круга специалистов по фауне Мадагаскара и зрителей нескольких документальных фильмов. Отчасти дело в труднодоступности для съемки. Животное, которое настолько редко попадается на глаза даже опытным исследователям, физически сложно снять в количестве и качестве, достаточном для популярного контента. Но есть причина и поглубже. Внимание массовой аудитории, а с ним и финансирование охранных программ, концентрируется вокруг видов с очевидной харизмой: крупный размер, узнаваемый силуэт, выразительная морда, прямая ассоциация со страной или культурой. Фосса не вписывается ни в одну из этих категорий легко. Недостаточно крупная, чтобы внушать трепет, как тигр, недостаточно похожа на привычных кошек и собак, чтобы вызывать мгновенную эмоциональную связь, и недостаточно часто появляется в кадре, чтобы стать узнаваемым символом наравне с лемурами. А те давно стали неформальным символом всего Мадагаскара, благодаря популярным мультфильмам. Кроме общих образовательных программ и работы охраняемых территорий, есть и более конкретные способы поддержать сохранение фоссы, доступные даже тем, кто никогда не был на Мадагаскаре. Это поддержка специализированных природоохранных организаций, работающих с лесными сообществами острова. Ответственный экотуризм с операторами, которые направляют часть доходов на местные охранные инициативы, и просто распространение достоверной информации о существовании и положении вида. Общественное внимание, как мы уже говорили, напрямую конвертируется в финансирование и политическую поддержку охранных программ. Один из самых важных, но редко звучащих аспектов истории фоссы — ее судьба неразрывно связана с судьбой тех самых лемуров, на которых она охотится. Звучит нелогично. Разве сокращение числа жертв невыгодно хищнику? На деле все наоборот. Фосса и лемуры зависят от одного и того же ресурса — здорового, обширного, непрерывного тропического леса. Когда лес исчезает, страдают и лемуры, и фосса, потому что без достаточной плотности популяции жертв ни одна популяция хищника долго не выдержит. Выходит, что любые усилия по сохранению лемуров
а они получают намного больше международного внимания и финансирования, чем фосса, автоматически работают и на сохранение фоссы, даже если сама она остается в стороне от заголовков и охранных кампаний, посвященных более узнаваемым видам острова. Редкий пример того, как сохранение одного знаменитого вида косвенно, но эффективно помогает выживанию совсем другого, гораздо менее известного, делящего с ним одну экосистему. Сложите все вместе. Низкая и продолжающая сокращаться численность, медленное восстановление популяции из-за особенностей размножения, ускоряющаяся фрагментация лесов, растущий конфликт с человеком и дополнительное давление со стороны изменения климата. Время для эффективных охранных мер сокращается быстрее, чем кажется при взгляде на каждый фактор по отдельности. Каждое упущенное десятилетие без масштабных усилий по защите оставшихся лесов приближает фоссу к той отметке численности, с которой восстановление вида станет крайне сложной, а возможно и невозможной задачей. Даже при всей доброй воле и ресурсах международного природоохранного сообщества. История фоссы — это по сути история того, что происходит с эволюцией, когда у нее есть 88 миллионов лет полной географической изоляции и небольшой набор видов-основателей. Без конкуренции с настоящими кошачьими, медвежьими и другими специализированными хищными группами, доминирующими на материках, потомки одного предка-колонизатора разошлись по самым разным экологическим нишам и заполнили пустующие позиции в пищевой пирамиде острова собственными уникальными решениями. Изучение фоссы и других мадагаскарских хищников дает ученым редкую возможность увидеть, как мог бы выглядеть мир, если бы эволюция млекопитающих на каждом континенте шла полностью независимым путем, без обмена видами и генами между разными частями суши на протяжении десятков миллионов лет. Это делает Мадагаскар не просто туристическим направлением, а одной из самых ценных естественных лабораторий для понимания законов эволюционной биологии. Если вы следите за нашим каналом, вы, возможно, заметили общую нить, которая связывает истории самых разных животных. Почти всегда речь о виде, оказавшемся в уникальной эволюционной или экологической ситуации, чья судьба зависит от факторов далеко за пределами простой биологии. Человеческие конфликты, мода на определенный мех столетия назад или, как в случае фоссы, перекос внимания и денег в сторону более удобных для медиа видов. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие истории из этой серии. Если фосса исчезнет, мир потеряет не просто еще один вид из длинного списка. Он потеряет уникальную, не имеющую аналогов ветвь эволюции хищных млекопитающих. Результат 88 миллионов лет независимого развития, который невозможно воссоздать или заменить никаким другим видом, сколько бы средств и научных усилий на это не потратили. Исчезновение фоссы неизбежно повлечет каскадные последствия для всей экосистемы Мадагаскара. Без верховного хищника, контролирующего численность лемуров и других травоядных, лесная экосистема рискует столкнуться с неконтролируемым ростом отдельных популяций, истощением растительных ресурсов и долгосрочной, возможно, необратимой дестабилизацией пищевой цепи, которая складывалась десятки миллионов лет. Кроме экологических последствий, это была бы и невосполнимая научная потеря. Утрата живого примера того, как эволюция решает задачу создания верховного хищника в условиях, принципиально не похожих ни на один материк планеты сегодня. Каждый год, когда фосса продолжает терять лесные места обитания без серьезного противодействия этому процессу, приближает остров к моменту, когда это перестанет быть гипотетическим предупреждением и станет окончательной, непоправимой реальностью. Фосса — животное, которое в одиночку могло бы стать символом целого направления в зоологии, посвященного эволюции в условиях географической изоляции, и при этом остается практически неизвестным широкой аудитории за пределами Мадагаскара. Крупнейший хищник острова, развивавшийся в полной изоляции 88 миллионов лет, способный охотиться на лемуров прямо в кронах деревьев, не хуже специализированных древесных хищников других континентов. И при этом вид, чья судьба зависит от того, успеет ли человечество
остановить уничтожение мадагаскарских лесов и оставить Фосе реальный, а не теоретический, шанс на выживание. Один последний штрих перед прощанием. В следующий раз, когда кто-то упомянет Мадагаскар, вспомните, что речь не только об острове с лемурами и баобабами из мультфильмов, а о месте, где 88 миллионов лет изоляции вырастили хищника, не похожего ни на одного другого на планете, и который сейчас тихо, без заголовков в новостях, балансирует на грани между выживанием и исчезновением. Если эта история показалась вам интересной, поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями и подпишитесь на канал. Мы продолжаем рассказывать о животных, которых мир обходит своим вниманием, хотя именно такие истории чаще всего оказываются самыми удивительными. Напишите в комментариях, слышали ли вы о Фоссе раньше. И если нет, то теперь вы один из немногих, кто знает о существовании этого удивительного хищника острова, где все пошло не так, как на любом другом материке планеты, и где эволюция написала свои собственные правила, не похожие ни на одни другие на Земле.